Ты знаешь, Тимка, света во всем доме нет. Видимо, что-то случилось. Но мы же с тобой, Лили, темноты нисколько не боимся. Сейчас кровати застелим и спать будем. А если ты в темноте сидеть не умеешь, то я тебе помогу. Это не беда. Это не беда, точно. Сейчас я посмотрю, у нас где-то были свечи. Ты уже стал такой большой. А ты стала маленькая. Совсем исхудала. А ты помнишь, как мы с тобой ходили в кукольный театр на спектакль? Да как же такое можно забыть? «Конек-горбунок» спектакль назывался. Его опять показывать стали. Я думала предложить тебе сходить, но ты уже вырос, тебе, наверное, неинтересно. Да как же неинтересно. И вовсе я не вырос. Еще как интересно. Ложись, ложись. Я ведь когда в подвале ночевал, полкану по ночам про конька-горбунка рассказывал. Он мне был такой же верный. Очень мне помогал. Холодно, жутко. Я к нему прижмусь и засыпаю. Он меня своим мохнатым телом согревал. Ведь не пошевелится, пока не проснусь. А где теперь этот полкан? На том свете. Где же ему еще быть? От голода полкан подух. Тяжко тогда было, мы с ним на базаре из одной миски всякую гадость кушали. В той собачьей миске мы с полканом и познакомились. Господи. Надо все это как-то забыть, Тимка. Мой родной. Надо очень постараться все это забыть. Так, как будто этого и не было никогда. У нас теперь будет другая жизнь. Счастливая и спокойная. Я тебя очень люблю. Ты мой ангел. Слышишь? Ты мой спаситель. У нас все теперь будет хорошо. Вот вернется Алёша, а он обязательно вернется. И у нас будет крепкая и счастливая семья. А завтра мы с тобой пойдем на конька-горбунка. А по вечерам мы будем читать книжки вслух. И Робинзона Круза будем читать. Ты до сих пор любишь Робинзона Круза? Тимка. Спи.
Кто там? Лиленька. Алёша, родной мой любимый. Тихо. Алёша, а у нас света нет, от того вот звонок не работает. Алёша, Господи, я, кажется, пьяна. Лёшка, от меня водка несет, да? А я колючая, не мытая. Лёш. Прости, я не сдержалась, выпила. Он мне такое рассказал, такое пережил. Лиленька. Кто? Наш сын, Алёша. Приготовиться к выгрузке! По одному! Пошел! Руки за голову на колени! На колени, я сказал! На колени! Быстрее выходим и на колени! Товарищ полковник, 48 трупов. В одном из вагонов трое с ножевыми ранениями. Похоже, по дороге урки фраеров замочили. Ну, смотри, глотки друг другу перерезали и передохли все, покуда в поезде тряслись. Я бы их тут с почестями в братскую могилу скинул и балалайчников на их костях побренчать оставил. Обшмонать их всех с большим вниманием. Раз в поезде окружничали, значит вооружены. Ежели кто-то из них в зону бюро протащит, ты, Гаганов, лично башкой своей отвечать будешь. Уяснил? Так точно, товарищ полковник. По одному встать! В машину бегом! Бегом, быстрее! Вместе мы прокляты, вместе мы пойдем, это его слова. Его тянет к ней, потому что она единственная, кто умеет его понять. Он никому не сознается в своем преступлении. Ни матери, ни сестре, ни Разумихину, только ей. И потом она вместе с ним идет на каторгу. Извините. Продолжайте. Может быть, я что-то не то говорю? Вы выскажитесь для начала, а мы уж потом решим. Хорошо. Продолжайте. В конце романа Достоевский Соне Раскольникову дает надежду на возрождение, на возврат к правильной жизни, наполненной любовью друг к другу, любовью к людям. Откуда у вас такие знания? Вы очень любите Достоевского? Да, люблю. Еще я люблю Чехова, Толстого. Иван Шмелев мне очень нравится. Шмелев? Это удивительно. Писатель-иммигрант. А позвольте полюбопытствовать. А откуда у вас книги Шмелева? Все книги мне достались от Германа Петровича Арбузова. Это профессор, он преподавал в Ленинграде литературу. Еще он очень хороший человек.
и многому меня научил. После его смерти я прочла все его книги. Так, слушайте, может быть, вам заняться русским языком и литературой? Нет. Я хочу учить детишек. Что? Прекрасно. Позвольте, помогу вам. Куда отбываете? Встречаю. Лицо мне ваше знакомо. Мужчины без фантазии всегда говорят эту фразу, когда хотят познакомиться. Есть такое. Стандартно фраза звучит так. Мы с вами нигде не встречались. Мы с вами нигде не встречались. Спасибо, что помогли прикурить. Яна, что ты не приедешь? А Яна, что передумаешь? Пойдем. Игнат? Кимов? Ведь точно ты. Ну, здравствуй, герой. Здравия желаю, Ташка. Орден получил. Получил. Поздравляю. Ну, будь здоров. Паром сейчас отчаливает. Жена у тебя очень красивая. Переживала, пока тебя тут дожидалась. Не жена. Значит, будет женой. Вспомнишь мои слова. Будет женой, Акимов. Жданочка, с какого такого кинофильма к нам пожаловали? Ишь ты, красотка какая. Ну вот. Полагайся. Прости. Как же не простить? Сколько лет меня ждала.
страшен, как черт. Как на такого смотреть-то будешь? С любовью. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Ставки неровные. Не базлай, бздливый конек. Играю за 300. 100 колов. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. Посему мы не унываем. Если внешне наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Библия. Новый Завет. Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла. Набожный. Верующий. Священнослужитель. Третий день тебя слушаю. Ни черта не понимаю. На душе спокойно. Значит, душа жива. Веры просит. Вас как звать? М-174. Родные Степкой звали. А я отец Николай. Отца при себе оставь. Отец у меня один был. Никого другого отцом не назову. Ваше право. Зовите Николаем. Вы, Степан, как только в барак вошли, я вас сразу приметил. Хотел заговорить, но вам не до бесед было. По себе знаю. Пока по этапу до зоны доставит, опустошат и духовно, и физически. Вы живы, Степан. Не хороните себя. У вас будет долгая жизнь, честная и праведная. 25 отмотаю и заживу честно и правильно. В вашей душе любовь теплится. Не гасите ее. Она вам силы даст. Через нее вы стоите. А сидеть вам недолго придется. Ты про любовь откуда знаешь? Это не знание, это умение. Вижу я человека. Мысли его слышу. Сердце человеческое чувство. Ты на кого тянешь, сифилитик? Ты с кем, падла, заедаешься? Боба, ты не прав, смотри, не бери на себя лишнего. Ты хвост свой ссаный на кого поднимаешь? Лезь под нары, парчак! Под нары, сука! Сука! Разбежались, твари! К стене! К стене! Дежурный, уберите тело. Рану обработайте. Действуйте, не заставляйте меня ждать.
Алексей Макарович, я пока никак не привыкну к вашим новым особенностям. Это у вас фронтовое? Оперировать быстро, точно на очереди следующий раненый. Но сейчас же не война. Зажим. Без лишних разговоров. Иглу. Зашиваю. Ножницы. Положите бинты и в палату. Проследите, как будет отходить от наркоза. Здравия желаю, Максим Макарович. Здравствуйте. Пора нам это безобразие здесь заканчивать. Есть больница, а не военный госпиталь. А как же нам без курю? В больнице курить нельзя. Так что пора нам к мирной жизни возвращаться. Алексей Макарович, вы простите меня. Я привыкну. Оля, это вы меня простите. Это я к вам привыкнуть должен. Ну вот, узнаю прежнего Алексея Макаровича. Вы Шурочку Жаркову помните? Да вроде за 5 лет память не потерял. Как же нашу Шурочку забуду? Она у меня на фронт, как у отца, отпрашивалась. Убили под Смоленском. Девочка, девочка. Стены которого сохранились до сих пор. Сохранился до нашего времени и этот исторический памятник великих ратных подвигов русских людей. Вознаменование победы Москвы над Казанским и Астраханским ханством. Наука. Алёша! Доктор Морозов, только не говорите, что у вас 5 минут. У меня целый час. Я так предполагаю, что в сумке у вас, Лилия Михайловна, непременно лежит пара купальных плавок и полотенца. А это значит, что мы с Тимофеем пойдем нырять с моста в реку. Нет. У нас будет заплыв на скорость. Ну. Внимание, заключенные! В колонии соблюдать строгий порядок. Не растягиваться, не наступать на пятки впереди идущего. В колонии запрещено разговаривать. Смотреть только прямо. Не оглядываться. Руки держать за спиной. Шаг вправо, шаг влево – это побег. Конвой будет открывать огонь. Без предупреждения. Направляющий! Коля! Вот! Шагом! Вот! Шаг!
Царю небесный, утешитель души истины, и же везде сы, и все исполняй. Сокровища благих и жизни подателя. Приди, вселись вны, и очистены от всякой скверны. И спаси, блажи души наши. Помолчал бы ты сейчас. Услышат. Услышит, значит, это воля Божья. Мне за это зубы выбили. Почти половину лишился. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Здравствуйте, Яков Ильич. Как поживаете? Да грех жаловаться. Вот вернулся к своему любимому занятию, пишу портрет одного известного партийного деятеля. Чудесно. Да, ваш талант не должен пропадать. А то что же, всю войну шофером у Павла Аркадьевича? Нет, нет, нет. С вашей породой, с вашими художествами. О! Павел Аркадьевич, здравствуйте. Я... Привезли? Да хоть бы поздоровался. Здравствуй. Здравствуй. Вот, ночью из Риги доставили. Все проверил. Разумеется. Взгляни. Начало 17 века Петербург принадлежало очень знатной даме. А вот уже, собственно, здесь все написано. Прочитай. Что, не понравилось? Как такая исключительная вещь может не понравиться? Завтра Иннокентию покажу. А что случилось? На заводе что-то? Да какой на заводе? Жена. Аленка, а что такое с ней? Похоже, загуляла моя Златовласка. Чего, Ален? Зачем ты мою изуродованную мать? Ален, я иду в город только на полгода. Денег подзаработаю и обратно в деревню. Дочурку растить нужно. Ты ведь со мной в деревню-то не поедешь. Ну, куда тебе деревня? Коров за дойки дергать, ведра таскать. Замуж за меня пойдешь? Дочку мою воспитывать будешь? Сына тебе рожу. Да врешь. Правду говорю. 8 лет прожила с Бабахиным, не хотела ему рожать, тебе хочу. Такого же, как ты. Уйду от Бабахина. Уеду с тобой и буду делать все, что ты мне прикажешь. Все. А мне ведь многого-то не надо. Только боюсь, наиграешься ты в любовь. Надоест тебе это. Пока заполучить не могла, точно одержимая горела. А как заполучила, так гляди, скоро угасать начнешь, да? Ничего ты не понимаешь. Ничего ты не понимаешь, моя любовь. Надо. Как любила тебя, так и буду тебя любить. Ответных чувств мне твоих не надо. Лишь бы рядом был. Лишь бы рядом. Просто рядом. И ты дома мне перед свадьбой спалила, а? Кто же еще?
И дом спалила. И стекла в окнах твоей будущей жены била. И много чего натворила, Игнат. Ну к чему сейчас все это вспоминать? Я не хочу стричься. А тебя никто не спрашивает. А зачем стричься? Воспитательница в садик не пустит. А почему не пустит? Ой, ну в садике деток много вшивых. Воспитательница сказала всем подстричься, вам там каждый день будут головы проверять. Ну ты нашел, из-за чего расстраиваться. Отрастут. Когда ты? Ну, через месяц, через два. Через месяц, через два папа вернется. Если мы будем очень ждать, то вернется. А Витька Бобриков сказал, что все папки уже с войны вернулись. А те, кто не вернулись, их фашисты убили. Дурак ты, Витька Бобриков. Так ему и передай, понял? Хорошо, так ему и передам. Все, пойдем. Ой. Егор. Егор, я кому сказала? С тем? С картошкой берите. Нет. Пойдем. Давай, давай. Так. Вас побрить или постричь? Подстричь, чтобы в шее можно было обнаружить. Ага. А хотите под бокс? Челочку, молодой человек, уверяю вас, сделаем совсем коротенькую, и вши там не спрячется. Ну вот вы же парикмахер, да? Ну, в общем, да, если по старинке, то цирюльник. Цирюльник? Мгм. Нет, не цирюльником, не парикмахером. Я быть не хочу. Я хочу быть продавцом пирожков. Ну понятно, понятно. Вы знаете, молодой человек, очень даже вас понимаю. Пирожки, конечно, интереснее, чем волосатые и лысые головы. Лысые? Мам! А наш папка лысый? Нет, не лысый. Это хорошо. О, спасибо. Держите. Егор, осторожно. Яков Дмитриевич. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Варя. Это вам. Красивые цветы. Перья. Спасибо. Вы это откуда? Да еще и с цветами. Мама, ты что, разве не видела? Это дяденька в парикмахерской сидел. Какой наблюдательный, а? Да, чудесно у вас это. Варя, чудесно. Спасибо. Дубаса. Морозов. Ух ты, ты смотри. Вы уж извините, нам идти нужно. Может, я немножко провожу вас, а, все-таки? Вы так изменились, Варя. Что, все по-прежнему одна? Да, одна. Наш папа еще с войны не вернулся. Это понятно. А у Дубаса случайно не продавец пирожков? Егор. Ну, куда мне? Ты что? Я пока что художник. Но если вы, Морозов, так чрезвычайно любите пирожки, я готов ими угостить. Ой, Яков Да? Дмитриевич, не Ничего, стоит. Ничего, ничего. Пойдем. Мама, ну Ничего. пусть угостит. Сколько съедите, Морозов? 2. Или 4. А может, сразу? Ну где твой бог, Николай? Куда глаза его глядят? Или он отвернулся от нас? От скорби Степана терпение происходит. А от терпения опытность. От опытности надежда.
А надежда не постыжит. Ты и не такой терпел. И тебе еще многое перетерпеть придется. Бог тебя через 2 вида терпения испытывает. Первое твое терпение было боевое, терпение воина, который видел перед собой цель победы. А второе терпение – смирение, терпение узника, пленника, терпение заключенного. 36-я бригада! Строится! Вас перекидывают на другой объект! Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее! Ты в лагере давно, Николай? 29 лет, 7 месяцев и 18 дней. Этот лагерь 11-й на моем счету. Как советская власть пришла, как церкви рушить начали, так и я сюда и попал. Молодой был. После духовной семинарии монашеский постриг принял. А через 3 месяца большевики меня на нары кинули. Я на допросе следователю про болезни его дочери рассказал. Рассказал, что видел. Как кровь к ее горлу поступает. Как ручьем из горла вытекает. А через несколько дней она умерла. Кровь горлом пошла. Врачи остановить не смогли. Меня тогда чуть до смерти не забили. Вот с тех пор, что вижу, о чем знаю, молчу. И все это время веришь в спасение? Всей душой и всем сердцем верю. И ты, Степан, веришь. Только боишься признаться себе в этом. Книги и священные писания у меня при допросе изъяли. Библию, писания святых отцов большевики сожгли. А я как в тюрьму попал, так стал Евангелие по памяти тетрадь записывать. Вот с тех пор эта тетрадь всегда со мной. Прячу ее. Это самое мое большое богатство. Хороший ты человек, отец Николай. Вот видишь, уже и отцом назвал. Так, так, М174 Т-089 на замену, бревна таскать. Нельзя ему. У него с спиной совсем хреново. Он всю ночь мучился. Ты что у нас теперь за лекаря, а? Я сказал исполнять то, что я сказал, и быстро! Вперед!
завтраком, пайку за ныком. Съешьте, отец Николай. У вас сила совсем на исходе. Девочка, Лиля, это я, ты дома, все хорошо. Это я, тише, ты сына разбудишь, тише. Лиля, это я, ты здесь. Лиля, это я. Не пугайся. Мы ее вылечим. Это не болезнь. Это война. Девочка моя, тише. Где ты была? Господи, Паша, так можно дара речи лишиться. Что за игры? Хочу задать тебе тот же вопрос. Что за игры, Лена? Повторяю вопрос. Где ты была? Я ж тебя предупреждала. Я ездила в родную деревню, мы с Лешей хотим поставить памятник отцу. Встань, подойди ко мне. Теперь наклонись и скажи мне все это, глядя прямо в глаза. Паша, Мне больно, Лена. Больно от твоей лжи. Я знал, что рано или поздно это случится. Ты красивая женщина. Молодая. Я уже не молод и давно не интересую тебя как мужчина. Я знал, что у тебя появится любовник. И был готов к этому. Я не был готов к твоей лжи. Ты всегда была выше этого. Мы же стали очень близкими людьми. У нас возникла высокая степень доверия. Ты знала обо всех моих делах. Паша, это... Это предательство, Лен. Предательство, ты понимаешь? Видимо, я не очень хорошо знал тебя. Ты меня тоже. Павел Бабахин женщинам такого не прощает. Ложись спать, на тебе лица нет. С этого дня я не сплю с тобой в одной постели.
32-я бригада, пищу получаем? 32-я бригада, 46 человек, 5 отсутствует. Миски! Ну! Кто пожрал миски, давайте, падлы! Мисок не хватает, ну! Прямой! Не признал кореша, Лохаган. Не признал меня, блатной. Шнифты почистить-то я ведь, Моня. Дотумкал? Здравствуй, Моня. А як нацию ты не ты. А ну, схиляй отсюда вы на циглах, дай место человеку. Садись, базарь. Давно на зоне? За какие дела замели? Моня, я не блатной. Я на фронте воевал, в плен попал. Зато и срок отбываю. Мама моя родная, курва огородная. Сколько намотали? 25. Вот и я тоже на всю катушку. Ля! Воевал, срок мотаешь как блатной. Нас с тобой хромой родина одинаково в засос поцеловала. Тебя за беспредельный душок на фронте, а меня за мокрое. В какой бригаде ментули? 32-й. Будешь теперь при мне. Ты садись. С нами. Шлюмку вон штёпкой. Я с такими за стол не сажусь. Ну что так, Владимир? А ну, цыц! Бацота! Что-то я не дотумкал, Жимай. Ты же ссычился. Отгулялся ты по цветастой улице. Я ж тебя, суку, прощаю, а ты мне тут косяка давишь. Меня Родина прощать будет, а не ты, тварь уголовная. Мой авторитет-то не позорь. Тебе начисто сработает.